Всем привет! Тут Елена и Вальдек, Нина и Славик. Помахать что-то. Папа, как видите, не слышит. Недавно я попросила задать вас вопросы для моего папы и мамы. И сейчас я уговорила их, удалось нам их уговорить, поотвечать на ваши вопросы. Как видите, живы, в меру здоровы. Папа, к сожалению, не слышит, поэтому я буду ему передавать, чтобы он мог это прочитать. Поэтому не удивляйтесь, но так у нас происходит общение. Итак, первый вопрос. Как вы себя чувствуете, как здоровье? Чко? Соответственно, возрасту. Скрипим, но живем. Да? Да. Но лучше, чем в Авдеевке себя чувствуешь, как руки? Ну, руки, да. На руки легче просто, на суставы легче. Ну, а так, относительно. Угу. Первый вопрос. Первый. Ну, сейчас стало хуже в последнее время. У меня плохо с головой. Все-таки церебральный атеросклероз, он дает себе знать. Меня качает из стороны в сторону, когда я иду, прыгает перед глазами, все. Ну, вот так. Слушайте, не надо ожидать чуда абсолютного. У папы было 2 инсульта, онкологическое заболевание, еще Паркинсон и куча всякого, поэтому тут как бы есть как есть. Мам, как ты проводишь день? Как вы проводите день с папой? День. Проснулись. У меня утро начинается с молитвы. Так коротенько, минут 10. Таблетка от давления. Немножко не могу отвыкнуть. Чашечка кофе некрепкого. Вот. Завтрак готовлю. Ну, в основном на завтрак это каша, либо отварные яйца, овощи. Все, а потом сумку в руки. И если позволяет здоровье и погода, куда-то иду. Либо на базарчик. На какие базарчики ты любишь ходить? Ага. Мама специалистка по базарам польским. Я столько не знаю, сколько мама знает. Ну, мне очень нравится базар Кола, но это далеко. Далеко. Это трамвайчиком ехать минут 30, 28-30. И пересадка на другой трамвайчик, ну там минут, наверное, 15. То есть дорога занимает близко к часу. Ну, плюс где-то час на базар, он небольшой. И точно так возвращаюсь. По пути Бедронка у меня любимый магазин, лояльные цены. Вот. И причем в Бедронке можно купить, ну, как мне кажется, все из того, что вот мне надо. Может, молодежи это и не надо многое там нет для них, но меня устраивает вполне. Лидл я люблю магазинчик. Тут сеть магазинов. Я слышала, что это вроде как сеть немецких магазинов. Вроде да. Вот, тоже мне нравится. Цены там приблизительно одинаковые. Если чего-то нет, вот ходила так за грибами. В Бедронке не было, в Лидле купила. Ну, мимо галереи почему-то прошла, там точно они всегда есть. Ну, уже ж простительно. Памяти 0, поэтому хожу зигзагами, как тот заяц путляю. Вот. А потом обед, а потом кино какое-то, Славик в телевизоре, я в телефончике. И ужин у нас по-авдеевски поздний всегда. Если мы не поужинаем поздно, то спать мы не будем. Просто как цыгану нельзя. Почему авдеевский ужин поздно? Ну, у меня в Авдеевке жизнь была более насыщенная. Я бегала, надо, значит, забежать мне в эконом-магазин. Обещали лук привезти. Кстати, было плохо как-то. Лука не было, масла не было постного. И старались закупить вот это. Как привезут, значит, полхимика там точно. Еще и старая часть Авдеевки. Вот. А тут же еще и смотришь между всеми этими делами. Воду, включили насос. Со скважины качают водичку. И тоже бодеечки в руку, и туда, благо, рядышком в окно глянул, все видно.
Пошел разочек, сходил, 2, 3, 4. И спокойно на 3-й этаж носил эту воду маме на 5-й этаж. Сейчас я этого вообще не представляю. Я тут разбаловалась, да нельзя. Разбаловалась, что тут говорить. Вот. И вечером уже, вот все темно, в 7 часов, по-моему, иногда начало 8-го, закрывали ребята бойлерную, не качали водичку. Сейчас, может, уже, когда хотят, тогда качают, когда есть возможность, если они стреляют, не знаю. Тогда вроде как по времени было. Вот, а потом уже все на кухню и пошли блинчики, чай, чай, блинчики, либо еще что-то. Зашла соседка Ира, слава Богу, все собрались. Посидели, поговорили, обсудили день сегодняшний. И все. Вот так у меня там был. А здесь ездишь по Варшаве? А здесь да. И вот дождь меня подвел, крепенько подвел, прям я аж обиделась на него. Никак я не доеду до старого города. Погулять хочешь? Хочу погулять. Ну, подожди, вот сейчас будет погулять. снег, будет красиво. Это что-то не радует снег. Выпал, вот тогда я обрадовалась, аж в историю выложила, что снежочек первый. А потом все вот это дождь. Ну, бывает, что снежинки полетят, но для меня это маловато. Жадность обуревает. Хочется хорошей зимы. Город красивый, иду, елочки во всех магазинах стоят, даже в каждом отделе. Вот галерея мне чем нравится. Там почти в каждом отделе елка, заходишь, и как там, я бы сказала, аллея, не аллея, проспект целый. И какие-то посредине, вот не знаю, как их назвать, ларечки, не ларечки, павильончики, не павильончики, что-то продают. Парфюмы. Островки такие, да? Ага, да. Кто-то что-то продает. Вот там диванчики очень удобные, кстати. Елочки стоят. Ну, очень красиво вообще. Обалдеть не встать. Детки как радуются. Вот это смотрю, ну, радость такая. Бегают, прыгают. Детям, ну, все позволено, могу сказать. Знаешь, мам, мне кажется, что здесь такая погода, ну, какая-то не очень такая зимняя, не очень праздничная, и поэтому люди стараются так, вот, знаешь, понарядить все посильнее, чтобы заходишь в галерею, и там такой праздник, да, а выходишь, и такое серое все. Дождь ляпает. No. Тебе нравится что-то? Ты смотришь польское телевидение? Тебе что-нибудь нравится? Да, я смотрю, но что-то я на польском стараюсь, вот чтобы фильм найти какой-то, чтобы не так быстро говорили. Даже вот я искала песни какие-то, прям так и писала в запросе. Польские народные песни. Думаю, ну, народные песни, они протяжные обычно, да? Я смогу уловить слова, какие-то предложения. Пока ничего не нашла. Но что между этим я вот проскочила. Какая-то свадьба была. Боже, как она мне понравилась. Все люди танцуют, все, даже кто пришел с детками, детки с ними танцуют. И вот нет такого скопища, как у молодежи на диско. Все пляшут, каждый сам по себе, один то в ту сторону повернулся, то партнер, вот он, вокруг тебя 8 человек сразу найдется. Вот, а это как-то много танцев парами. И причем так вот, очень умиляет прям, такая милота. У папы на руках ребенок, и в то же время он с женой танцует. Одной рукой жену придерживает, а второй ребенка. Очень мне нравится все это. Вот, а потом еще видела, это вот какой-то, наверное, праздник был. Праздник какой-то, наверное, был, потому что собрались люди вот приблизительно моего возраста, и тоже у них такие танцы парные. И мне это очень, ну пока вот это вот смотрю из польского. Ну, а это ты смотришь где? По телевидению? Я все в телефоне смотрю, по Ютубу. Окей. А ты? Я не знаю польского языка. Это понятно. Поэтому я не смотрю, в общем-то, польское телевидение, кроме Freedom, Эспрессо и Белсат.
не на украинском, на русском или на украинском А. языке, поэтому я их смотрю. Ага. А польского не смотришь? Ну, фильмы О. разные всякие. Ага. Ну, фильмов тут море, на любой вкус. А какой понравился? Ну, последнее время детективы в основном. Окей. А какие вы пробовали польские блюда? И какие понравились польские блюда? Вот так задам вопрос. Какое самое любимое польское блюдо? Приезжает подружка, и ты говоришь такая: ща пойдем есть. Что пойдем есть? Журек. Журек. Ну, пироги, вот они как-то сочетание такое. У нас, если вареники, то они либо с картошкой, либо с творогом. А тут творог с картошкой, и, по-моему, называются пироги то ли русские, то ли украинские. Назывались русские, а когда началась война, стали называться украинские. Украинские. Да. Угу. А вот, и вот это вот сочетание, мне казалось, это не сочетается, но это вкусно тоже. Мама, ну ты же из России. Ну да. И там же нету пирогов, вареников с картошкой и с творогом тоже же нету, да? Меня всегда, знаешь, вот это, что как бы пироги русские, а русские к ним никакого отношения не имеют. Да. И вот, кстати, когда мы жили в Авдеевке, я очень любила покупать краковскую колбасу. Ага. А тут я ее такую не найду. Вот интересно. Вот такую, кстати, да, в таким Украине вкусом. была краковская колбаса. Да. Вообще такой нету, даже похожей нету колбасы. Похожей. Она была такая вареная с этими, да? Нет, она не вареная была, она была полукопченая или копченая. Вот. Она как одесская была, у нас одесская была, такая колечками, и краковская такая была, но она была... Короче, в Кракове тоже никто не знает об этой краковской колбасе, которую мы там ели. Да, ну тут на вкус и на цвет товарищей нет, и как назову, как хочу, как корабль вы назовете, так... Так он и поплывет. Угу. Из польских блюд мне очень нравится суп журек. Журек! Журек! Бигус. Бигас, да, капустка. И еще один суп, я не помню, как он называется. Из чего? То ли гуляшный, то ли какой-то такой. Гуляш? Не знаю. Бигас это капуста, а суп, а ты пробовал темное пиво? Шестой вопрос. Шестой. Пиво? Ага. Да, пробовал. Как? Ну, ты знаешь, мне оболонь все-таки больше нравится, темная. Темная оболонь? А светлая? Аксамытовая, бархатная. Ага. Оболонь? Здесь я его не видел. В Украине очень хорошее пиво, действительно. А какое пиво польское любишь? Ну, наверное, бархатная, темная. Польское. В Польше? Нет, в Польше я пью Харнас. Ага. Хорошо. Окей. Ты нашла селедку? Да, Где? на базарке. Серьезно? Серьезно. Вот это с головами, С в ведре. головами, да. И такая прям, что ты достаешь? Да, И да. по вкусу такая же? А по вкусу не такая. Тут нет простого посола. Вот те, которые торгуют на базаре этой селедкой, у них пряного посола. А я пряночку не люблю, ну ничего. Слушай, а ты же раньше солила? Ну, я и тут солила уже. Да? Да. Ну, решение простое, надо солить. Я и тут солила, я нашла соль каменную, купила аж 2 килограмма. Вот, кстати, это отличие, да, у нас каменной соли в Украине много было, Полно. а тут тяжело найти. Ну, тяжело, да. Она написана соль для засолки. Или для засола. Не знаю, как она правильно. Окей, сейчас начнем от папы. Номер 8.
Ну как-то удается. Вопрос, как вам удается прожить на украинскую пенсию в Польше? Ну, страшная тайна. Раскрывай страшную тайну. Это лучше у мамы спросить, она по магазинам ходит. Ну, рассказывай, мама, как вам удается прожить на украинскую пенсию в Польше? Ну, нормально, пока нормально. Ну, цены растут, не знаю, как дальше будет. Да, это еще благодаря вам, что вы платите за наше жилье. Вот. А на еду, на лекарства нам хватает пока. Еще и по мелочам могу там какие-то купить. Какая у тебя сейчас пенсия? У меня пенсия в гривнях 3900. И это по-польски? Курс какой сейчас? Это 400 злотых. 400 злотых. Да, сейчас 9,6 сейчас. Ой, большой курс. Большой курс. Я приезжала, курс был 4. Да, да. А сейчас да. 9,6, почти 10. Кошмар. Да, 400 злотых. Ну, у вас мама есть? Вы же получаете что-то от польского государства? Нет, Какие-то пособия? А когда-нибудь получали? нет. А когда мы только въехали, разово нам выдали по 300 злотых, и все, это вот единственное. Было еще один раз, мы ездили с вами, помнишь, куда-то? Это от ООН было, да, от это было не ООН. А польское. от Польши вот нам только по 300 злотых разово выплатили, и все. Ну, у вас есть этот НФЗ, у тебя сейчас что-то, проблемы какие-то со статусом, а у папы есть НФЗ, и папе мы покупали проездной, а у тебя проездной есть. Да. И вот это все. А мы поменяли уже ж. Ну да, да, да. Ну, Первый раз да, мы купили покупали в автобусе. 50 злотых, да, Мгм. а потом поменяли. Ну вот. Вы поддерживаете связь со старыми друзьями и с кем-то из Авдеевки? Да, но они все выехали. Нет, там еще осталась Тая Сидорова. Она прямо сейчас там? Она прямо сейчас там. И там же Полина Савочкина. Они в одном доме. Это 9-й квартал, дом 11, пятиэтажка. Сразу за 11. зеленой 9-этажкой. 11 это зеленый, по-моему. Они одинаковые, только 11 какой-то 11. да. Это 11. Вот как идти, эконом-магазин, помнишь? Ну. Мгм. Вот, и прямо напротив него, сюда ближе. О, там, где Матасюк. жила. Ну. Вот этот Да. дом. И они там живут, они там в подвале. Машина у них разбили, стояла возле дома. Снаряд попал или мародеры какие-нибудь? Нет, это просто осколками. Ага. Осколками. И Миша, это муж Полины, пошел пройтись вдоль дома, и его ранило. Тоже осколками. Кошмар. Вот они там сейчас, я вижу их по фотографиям, когда гуманитарку получают. Ну да. Сейчас папа будет отвечать на вопрос, он уже прочитал. Просто тоскуете ли вы или вы уже попривыкли? Домой тянет в Авдеевку. Хоть я и видел, что там уже от дома остался один кондиционер рядом с балконом. Хороший кондиционер. Но все равно, Ну, это же наша квартира. Мы там прожили сколько времени. ну. И когда увидел этот подъезд, труба газовая, которая подходит к дому, и в соседнем подъезде видно пожар, полыхает огонь. Ну, страшно, конечно. А в 4-м подъезде вот это вот нету. Да. Мама, тоскуешь или уже попривыкла? Дело в том, что, да, иногда снится Авдеевка, а вот, может, со временем уйдет это. Ну, а пока вот сознание того, что дома больше нет, возвращаться некуда. Надо принять это как-то. Ну. А ты разговаривала об этом с соседями? Вы как-то Да. переписывались? Да. И все точно в таком состоянии. Вот когда 14-й год был, да, обстрелы были там, сильно стреляли.
И я думала, что страшнее уже быть не может. И тогда вот была какая-то надежда. Говорили, что вот в 15-м году все это закончится. В 15-м году еще стреляли, потом где-то 16-й, 17-й попустило, люди начали делать ремонты тут. Возвращались. Да, вернулись, многие вернулись. Ну, в 18-м мы приезжали, Да. Ну, так нормально было. Было комфортно, да, еще в 22-м году, да, Новый год мы отмечали. Да. В 22-м, да, в 22-м. Вот, елки стояли по городу, ну, там, собственно, их было 2, возле дворца и напротив Рубина. И мы вечерком с соседкой ходили, снег, красота неимоверная, елочки эти, опять-таки гульня с детками. Ну, людно было, люди надеялись на что-то. И вот оно пришло, нежданно-негаданно. А вообще, вот, я же говорю, в 14-м все говорили, что все, в 15-м конец войны. Да. Конец. Ой. Сейчас папе покажу вопрос. Что поменялось, мам, после того, вот когда дом разрушили, вы это увидели? Ну, и что, ну, вот поменялось ли что-то? Ну, что вы там все думали, что вернетесь? Как проводить праздники? Нет. Ага. Сейчас папа удалил вопрос. Не хочет отвечать. Не знаю. Но ты хотел вернуться в Авдеевку. Ну, для того, чтобы вернуться туда и как-то восстановить эту квартиру, нужно там быть. Обратиться в полицию, чтобы написали акт о том, что квартира разрушена. Ну и так далее. Все это нужно делать по месту. Отсюда это невозможно сделать. Представь себе, как это сделать. А жить где? Туда приедем, а жить где? Квартира сестры Ниной. Подъезд обрушен полностью. Квартиры нет. Вообще ничего не осталось, да? Где жила баба Катя, мама Нина. Несколько раз пожар был в этом доме. Стреляли несколько раз. Там тоже вряд ли что-то Все осталось. 8 подъездов сгорели. Где? Катин дом. Все 8? Все 8. Пожар был. Дядя Вовин дом тоже несколько раз обстреливали. И тоже пожары были. Так что вот куда ехать? Вот эти Вали Букреевой крышу снесло в очередной раз. Дома уже нет. В дом попали. Потолка нет. В 10-й? Где они там жили? В 9-м квартале? В старой. А, в старой части. В Букреевское подворье? Да. В Букреевское подворье попали? Да. Букреевское подворье – это родовой дом моего папы, моей бабушки, и там жила наша родственница. Это было такое место нашего детства, всех детства, и папы, и мое, и там крыши нет. Потолка нет. Валентина сказала, дом разрушен. Вот мы недавно разговаривали. Очень жалко. Очень жалко. Они же здесь, в Нововолынске живут. Ну, здесь как, недалеко от границы. Ладно, не будем о грустном. Как планируете проводить праздники? Ну, надеемся, что вы придете. Мы придем. Да. Потому что? В старый город. В старый город хотите? Что на праздники? 14. Как праздник. Ага. У кого-то день рождения. Наверное, дома будем. У кого-то день рождения.
Я не слышу. Конечно, он не слышит. Я бы тоже не услышала. Сядем вдвоем. У тебя день рождения, папа. Вдвоем мы придем. Приходите. Не отмажетесь. Приходите. Сейчас будем паспорт показывать, что он родился. Папа родился 25 декабря, поэтому у нас всегда в этот день был праздник. Сейчас я папе обозначу еще один вопрос о том, Праздники что... тут разные. 25 Рождество, Да. а есть еще Новый год. Это, Да. может быть, у вас нет Нового года, а у нас-то есть Новый год. У нас тоже есть Новый год. Хорошо, мама, что ты можешь пожелать зрителям? Вот туда на камеру. Вопрос. О, подождите, вопрос зала. Вопрос зала, секундочку. Тата сказал у вас, у нас. Я не понимаю, почему. У Я кого не это? понимаю. У кого это у вас? Тата сказал у вас, у нас. Ну? У вас Новый год, у нас Новый год. Ну? А мы теперь все тут. Я не слышу. Все у нас. Папа молодец, он как что, так он не слышит. Теперь все у нас. Я сейчас напишу. Может, он имел в виду, что Новый год здесь не так отмечают, как Рождество? Сейчас мы выведем на чистую воду. Мы выведем папу на чистую воду. Что значит у вас, у нас? Мгм. А? Вот теперь вот туда посмотри и скажи, вот что ты имел в виду? Ну? Где тут теперь у вас? Ну, в Польше Новый год как-то не так празднуют, как у нас в Украине. Ведь так же. Так? Так? Ну, по-другому, ну, правда по-другому, но не то чтобы и не так. У нас Новый год – это большой праздник. А Так, у вас это праздник, ну, такой маленький. Праздничек. праздничек. Правильно? Мгм. У вас Рождество праздник. Ну, А у нас, ну, сейчас, наверное, тоже Рождество большой праздник. ну, А в общем-то, больше праздник был Новый год. Так, постсоветско. было не такой уж большой праздник. Ну, Поэтому я говорю, у нас и у вас. Славик, окей. у нас в Украине все праздники любят праздновать и празднуют с большим удовольствием. Рождество 2 раза. 25 Уже один. декабря и 7 января. Уже один. Новый год 2 раза. 1 января и 14 января. Ну, любим мы праздновать. Любим. Просто, да. Я хочу спросить, когда вы скажете у нас в Польше? Пока, наверное, еще рановато. Пока рано. Пока еще нас, Украина, вот, слышала недавно, сегодня читала или вчера вечером, что пенсии с 1 января платить не будут Кому? пенсионерам. Пенсионерам Никому? украинским. Вообще? Не знаю, не знаю. Ну, наверное, у нас, как всегда, кому-то платят, кому-то нет. Я не знаю, у кого большие пенсии, им надо платить, они ж по-другому не выживут. А у кого такие мелкие, наверное, пенсионеры вот проживут как-то. Вот это вот, как от нас откажется Украина совсем, вот тогда будем мы, поляки. Пойду просить убежище. Ты знаешь, боюсь, что никогда. Я вряд ли привыкну к этому. Я все-таки тамошний, украинский. Поэтому Польша, ну да, хорошая страна. Здесь все хорошо. Но я все-таки украинец. Националист. Вот это. Ну, на этом все. Живы, в меру здоровы некоторые члены семьи. В общем, как всегда, пишите свои вопросы, если что-то еще интересно. Родители думают, что это никому не интересно, стесняются сниматься. А мы хотим, чтобы у них немножко настроение поднялось. На этом всем пока, увидимся скоро. А кто рядом, приходите в гости. Мама приглашает в гости всех. Кто рядом?